В еще одном магазинчике, пока мы ждем нашего водителя, он там просыпается, мы решили попробовать просто чаек. Сейчас еще дегустируем Любао чай, как это ни странно. В таких вот корзинках бывает делают рассыпной Любао и традиционно так его выдерживают. То есть специально для Лао ча он должен дышать, во-первых, так же как и Шэн Пуэр, например. Вообще все чаи, которые выдерживаются, в большинстве случаев они должны дышать. Кроме, может быть, разве что у лунов не так это важно, а в некоторых случаях даже противопоказано. Да, это, говорит, пока, говорит, младше, чем 10 лет, ему примерно 8 лет, но при этом настой у него такой уже плотный. И это, кстати, не такая, не ускоренная ферментация. Сделал ей комплимент, такой чашечку у него красивый. Вообще у него хороший очень чайник здесь из Тинчжоу, так как мы в Гуанси, здесь все пользуют чайники из Тинчжоу. Вот такой вот чайничек, очень приятный. Она его сама нарабатывала, видно, как он прям наработался такой мощный. Но, естественно, такой она продавать не хочет, что неудивительно. Вообще, кстати, обратил внимание, здесь уже в третьем месте у людей довольно классная посуда, то есть они тут имеют вкус. Вот, хотя это такая глуша, такая деревня, такого, в принципе, мало где увидишь. Любао абсолютно нормально, что там появляется золотая плесень, еще такой белый налетик. И именно в таком виде его и пьют его все не одну сотню лет в таком виде, поэтому считается даже полезным. Сейчас мы пока пьем вот из этой корзинки, и сейчас будем пробовать из этой. Тоже собрали тут целую коллекцию местных жителей, которые нас всячески разглядывают, фотографируют. Иностранцы не часто здесь бывают. Чай вкусный. И, кстати, вот он гораздо интереснее, чем те, которые ускоренной ферментации делаются на крупном заводе, вот, которых тоже хотели сымитировать подобную историю. Ну, это как Лао Шэн, да, либо Шу Пуэр, но тут все-таки вот еще круче, я считаю, в плане именно природной ферментации, потому что он быстрее ферментируется. Шэн обычно за 7-8 лет редко до такого состояния доходит, а Любао доходит. Может быть, из-за климата, может быть, из-за способа хранения. Вот. Ну, тут очень влажно, на самом деле, влажнее, чем в Юнане. Еще, кстати, здесь Любао, ну, вообще в Гуанси очень популярны вот такие вот корзины, уставшие вообще, они такие все прям тоже сферментировавшиеся вместе с чаем. И обычно в магазинах здесь очень любят они такие корзинки везде расставлять в качестве дизайна. Тоже их продают. Здесь это деревяшки старые из бамбука, там туда тоже кладут чай. И он тоже, естественно, ферментируется в таком состоянии, потому что должен быть доступ воздуха, некоторая вентиляция. Ну и вот он лежит. Очень такое все старое, покрытое пылью. И никто специально эту пыль не убирает. То есть такое некое Лао ощущение, что было состаренности от них. Очень симпатично. Я, может быть, тут что-нибудь возьму для нас. Вот. Я, в принципе, такие корзинки уже брал для дизайна. Вообще они, на самом деле, их иногда искусственно состаривают. То есть не то, что не обязательно ей там 500 лет. Достаточно ее поддержать каким-нибудь копотью, там, прокоптить. Она начинает так выглядеть через, там, не знаю, достаточно короткий срок. Но в любом случае выглядит очень симпатично. Ну что, у нас хороший результат первый. Нашли неплохой Лао ча, а при этом достаточно по разумной, скажем так, цене. Довольно. Сейчас пойдем еще дальше в более дальние деревни, искать завод, который занимается большим количеством чая. Сейчас мы входим в правильный ритм. Мы входим в ритм попили чая, покушали, поэтому сейчас у нас очень важный момент. Мы должны сейчас покушать. Вот, это предельно важно, поэтому сейчас подождем, когда нам приготовят. Такая вот простецкая достаточно столовая, вот, но, как всегда, деревняк на самом деле очень вкусно всегда. Вот, где не поешь, везде хорошо. Кстати, китайцы очень любят традиционную медицину, естественно, китайскую, и часто очень любят приезжать непосредственно тоже в деревни за традиционным китайским лекарством, самым разным. То есть самые разные такие настойки очень часто можно встретить. И здесь, как правило, настойки на фруктах, на змеях, на пчелах, на каких-то разных кореньях, что только не встретишь. И в каждом регионе, так же, как вот сколько сортов чая, столько же сортов таких вот лекарств, разновидностей, тоже своих специалистов, что от чего помогает. То есть целый огромнейший мир. Но так как мы более не употребляем, поэтому мы не пробуем это все.
Но иногда мне как-то раз лечили какими-то настойчиками на травках, очень даже помогает. Но это надо очень глубоко разбирать. Мне просто на самом деле хватает чая, потому что чай тоже сам по себе лекарство. По пиву, в принципе, не болеешь. Я в Китае, конечно, заболевал, но не так часто, несмотря на такой интенсивный ритм, иногда мало сна, иногда очень долго в пути. Вот, в целом, скажем так, питает чай в основном. Вот. Но китайцы очень любят и вот тоже лечиться традиционными горными настойками. Забрались в такую глухомань, что уже едем больше часа по грязище такой вообще. Тут, в общем, дальше в горы есть деревушки, где есть еще более интересные чаи, но добираться туда так специфично, я бы так это назвал. Но пока дорогу из себя представляет, конечно, нечто вот такое вот. Это, конечно, очень. Вот. Но тут, конечно, я думаю, построят они, скорее всего, через какое-то время. Но если вспомнить даже вчерашнюю дорогу главную, дорогу к Дженни, она тоже, в общем-то, раздолбанная. Ехали ее очень долго. Вообще провинция Гуанси не столь богатая. Здесь в основном всякая такая аграрная история и нет особо промышленности большой. Вот. Ну, та, что есть, скажем так, ее не хватает. Вот. И поэтому в целом здесь все так попроще, подешевле. И народ тоже победнее. Вот. Большая часть крестьяне населения. Вот. Здесь очень много всего выращивается тоже. Ну, такая она скромненькая провинция, очень скромненькая. Поэтому и дороги тут тоже попроще, поскромнее, и местами еще вообще нет. Забрались подальше в горы, уже совсем подальше. И здесь уже начинается такая территория чайных плантаций, чисто только плантации. То есть часто сами заводы, они гораздо ниже, а здесь плантации можно пообщаться с фермерами, посмотреть, что они делают, как они собирают чай и так далее. Сейчас, кстати, пока здесь именно еще не очень много собирают. Подальше посмотрим, что увидим. На что обратите внимание, огромное количество территорий засаживается свежими посадками чая. А это говорит о чем? А это говорит о том, что в целом сейчас спрос на Любао растет. Потому что иначе бы они этого не делали, значит, соответственно, сырье требуется больше сырья, требуется больше объема, и поэтому все больше и больше, собственно, чая выращивается. Очень много заложено новых плантаций. За дня как раз вот тут тоже видно заготовленная земля, ну и здесь вот тоже рядом, везде вокруг очень много молодых кустиков таких, 1-2 года. Так что я думаю, ожидаем в скором времени снижение, может быть, цены некоторые на свежие Любао, ну, либо просто увеличение объема. Тут надо будет посмотреть, что мы увидим. Кстати, еще обратите внимание, выше, похоже, уже не так много деревень, чистая река. Ну, вообще здесь такой очень приятный климат. Тоже видно, что вырубают не полностью прям всю гору под чай, а так какие-то определенные стороны, солнечную сторону, как правило, да, а остальное оставляют лес, то есть примерно где-то 50% леса, 50% чайных посадок. Посмотрим, что увидим дальше. Надеемся доехать до какого-нибудь заводика, когда уже обратно будем спускаться, и попробуем, какой здесь чай. Сейчас на одном из заводов здесь в горах пьют чай, и тут зашла мама тетушки, которая, ну, хозяйка завода, и маме 90... 97. Да, 97 лет ей, короче. И она всю жизнь пьет Любао. Вот, лучшая реклама. Сейчас попали, наконец, на место, которое мы долго искали, и сейчас дегустируем огромное количество лао-ча. Сейчас мы начали с чаев 2008 года, 2008, потом тоже 2008 на другой сорт. Сейчас дегустируем чай 2001 года. Вот, называется Бин Лансян, Шабашуля. Да, сейчас Бин Лансян. То есть со вкусом бинлана, с ароматом бинлана. Очень мощные чаи, надо сказать. Они похожи немного на шу, но из-за того, что другая ферментация, они получаются гораздо более гладкие, нежные. Но здесь, конечно, совсем другие цены на сырье, в отличие от Юнани, потому что меньше площади, во-первых, сырье не такое количество.
Во-вторых, как бы более такая сложная ферментация, то есть никто не закладывает большие кучи, все ферментируется в таких коробах. И дольше гораздо время требуется, естественно, потому что нету влажного скирдования. Но чай абсолютно другой. Ну, я думаю, что все равно у нас он появится в любом случае просто. Это, скажем так, не самый массовый продукт. Особенно если хорошее сырье используется, потому что то, что мы до этого возили, ну, кроме некоторых отдельных сортов, это были такие крупнолистные, вот, и либо крупных заводов. И поэтому именно вот это вот сырье из прям самого Любао, из оригинального места, оно, конечно, совсем другое. Да, вот сейчас мы пьем 80-х годов Любао. Это, конечно, я впервые такой чай пью. Вот за что люблю Китай, ты каждый раз приезжаешь и каждый раз находишь что-то вот абсолютно радикально новое. Да, такой чай, конечно, только пить тут, потому что его цена не позволяет нам даже для себя взять чуть-чуть. Вот, а сейчас мы зашли на склад, и тут нашли несколько видов кирпичей. Вот, Любао, и сейчас будем пробовать еще побольше. Они говорят, как всегда, с ними так, у нас нет ничего, у нас все кончилось, все закончилось, потом смотрю, а это что такое? Ну, это так, чуть-чуть это осталось, немножко, давайте попробуем. В общем, отнимаем у них чай, пойдем дегустировать. Ну, а сейчас мы решили подегустировать местные кирпичики. Оказалось, что они тут тоже есть. Один из них достаточно выдержанный, такой старенький. И причем из хорошего сырья, мелкого. Да, вот этот вот ему года 2-3, этому больше 10 лет. Так, это у нас уже помоложе чай, ему примерно где-то года, наверное, 4. 3 даже, по-моему, да, она говорила, что 3 года. Такой крупнолистный Любао, такой мы уже пили, привозили. Вчера тоже немного купили на другом производстве фермерском. Но, кстати, у него очень приятный аромат, на самом деле. Его очень важно правильно хранить. Потому что даже у нас была история, что у нас оставалась часть этого чая, и он немного подпрел, пришлось выкинуть. Поэтому тут очень важно. Но так как он очень разлапистый, я его кладу прям много. И вот этот примерно, наверное, лет 6 выдержки. Вот тот же самый кирпич, только уже выдержанный. Вот этот чай примерно, она говорит, собирают зимой. Это интересно, потому что получается, наверное, ноябрь-декабрь, я думаю. Но обычно он такой тоже достаточно плотный. Но и при этом еще и хорошее у него соотношение цена-качество. Так, пока сольем первый пролив. Так грязно у меня на чубане получается за счет того, что очень много у нас листа, и он так весь крошится. Так. Вроде бы похожий чай, но очень разный даже по цвету настой. Ну, в общем, прям такой немножко в нем чувствуется зелень, потому что самый молодой. А это тоже чуть-чуть, буквально там 2-3 года разница. Уже немножко такой вот чайной приходит, причем очень нежный. Похож на хайча, кстати, очень похож на хорошую хайча. Этот еще более старый. А эти пока у меня не хватило воды. Сейчас подождем, пока вода скипит. Так, у меня тут не хватило чашек, поэтому у меня 4-й будет чайник, а 5-й будет чашка дегустационная. Но вместо крышки у меня будет такая вот пиалочка. Так, сейчас мы все это сольем. Там у нас, получается, уже можно пить. А это у нас первый пролив. Бедная кошка бывает. Это купили ребенку котенка, но котенка не выпускают, держат его в мешке с дыркой, потому что нужно отвезти домой. Мы пробуем. Первый такой вот он прям уже выдержанный. Здесь немножко в нем что-то я отшел. Это хайча. Очень приятный. Второй светлый, он прям похож на те кирпичи, которые мы привозили, но только, мне кажется, получше сырье. О, а третий еще нечто среднее. На самом деле все классные, каждый по-своему. У нас второй пролив был. Сейчас мы начнем с этого края, а то мы это так и не попробовали. Сейчас тут обсуждает хозяйка завода с нашим водителем. Говорит, что в Гуанси, чай номер 1 это Любао. Но это правда, на самом деле, действительно самый известный чай. Но мы еще в Гуанси какое-то время будем, поэтому посмотрим местный зеленый, местный красный чай. У нас уже давно был из Хансяна. Достаточно простой, но при этом очень вкусный тоже чаек. А это у нас Лао Чао.
Такая крышка у меня своеобразная. Потому что нету крышки, поэтому я закрыл. Так, ну что, попробуем вот эти два последних. О, ну вот это уже лауча. Такой попроще, чем то, что надо было пробовать рассыпными. Но тоже очень неплохо. В целом кирпичик. Вот молодой. Прям по вкусу на шен похож. Но вкусный тоже. Такой дымный. Посмотрим, сколько они за него денег запросят. Вот это пока мой фаворит. Самый такой приятный. Тут очень светленький, но тоже приятный. Вкусный. Значит, среднее. Да, ну теперь главное понять, что почем, тогда уже будем определяться. Все сорта на самом деле очень неплохие. Ну вот, у нас тут получается 3 кирпича крупнолистных разного возраста. Самый молодой, средний, самый старый. И 2 из хорошего сырья с почками. Один молодой, другой старый. То есть максимально репрезентативный выбор. Можно сказать, даже молодой очень неплох. Вот. Пока мои фавориты вот эти 2. Ну вот последний пролив делаем. Сейчас. В принципе, я определился. Этот лауча очень неплохо. Это молодой кирпичик, выдержанный. А вот этот склад завода, причем склад такой здесь уже более профессиональный, здесь именно выдерживается рассыпной чай Любао, специальная комната. Здесь есть инфракрасная лампа, чтобы не проявлялась плесень ненужная. Здесь, значит, стоит увлажнитель, а здесь стоит контроль влажности, контроль температуры, закрывается от света. Ну, то есть подобное, кстати, вот хранилище я видел непосредственно в провинции Аньхой, где мы были на производстве ливанча, тоже другой вид хайча. И там тоже подобный же склад был, тоже в бамбуковых корзинках. Внутри чай, сверху закрывается тоже бамбуковой же крышкой. А здесь такие вот бирочки, на которых подписано, что это именно за чай. Все корзинки так сложены аккуратно. Очень важно поддерживать нужную влажность, нужную температуру. То есть здесь даже на полу тоже деревянный такой настил, чтобы, не дай бог, не было слишком влажно. Здесь очень влажный климат, и поэтому, когда хранится такой чай в такой неподходящей влажности на открытом пространстве, да, либо там где-то в туманных горах и постоянно попадает туман, то чай очень быстро портится. Когда мы сейчас были недавно в Фудзяне, я как раз видел, как там испортилась целая партия пуэра, тоже хранившаяся в очень влажном месте. Поэтому да, крайне важно хранить чай правильно. Вот здесь они хранят только рассыпное сырье, кирпичи отдельно. Кирпичи менее подвержены такому вот воздействию влаги, потому что они поэтому так крепко их прессуют, то есть получается он лучше хранится. Рассыпной же чай очень чувствителен, поэтому тут предельно важно соблюдать всю технологию. В основном они занимаются именно поддержанием средней годовой влажности. Они продерживают здесь влажность от 20 до 30, то есть выше не надо. Например, при том же влажном складе пуэра там до 60 доходит, и это нормально. Но здесь вот нужно, чтобы не было слишком влажно. В таком случае Любао будет правильно выдерживаться. А сейчас мы находимся уже в производственном помещении завода, и я расскажу, как происходит полностью вся стадия производства Любао-чха. Именно традиционно Любао-чха, потому что этот завод находится очень далеко в горах, и у них не менялась технология на протяжении нескольких десятков лет. То есть вот как они делали, так они и делают. Я так понимаю, что история на самом деле более ранняя, просто завод перестраивался, открывался. Но вот конкретно хозяйка, она 70-х годов делает чай, а свою фирму она уже основала в начале 2000-х. До этого у них был как колхоз, то есть на таких коммунистических началах, скажем, работали. Собственно, вот свежий лист. Можно посмотреть то, что вообще Любао сам по себе сорт, он очень много имеет этих пурпурных побегов. И вообще внешний вид очень отличается сильно. То есть местный сорт, он весьма своеобразен. Сначала происходит такой очень легкий вэйдяо, то есть выход первичной влаги. После этого идет шатсин, то есть убийство зелени. Сейчас покажу машину. Вот так она выглядит. Да, то есть вот здесь происходит шатсин,
Собственно, вот здесь загружается свежий лист, быстро прогоняется, обжаривается, собирается. После того, как шатим произошел, сырье перемещается вот сюда. Здесь идет сминание, жаунень. Тоже видно, что здесь, кстати, так немножко адаптированы. Обычные станки для сминания, такие короба деревянные сделаны. Ну, каждый мастер на заводе на чем-нибудь свое да придумает, да добавит. Да, после сминания чай начинается уже свой необычный достаточно путь, который сильно его отличает от того же шенпуэра или зеленого чая, или любого другого, потому что первые вот эти стадии, они очень похожи, то есть вейдяо, потом шатим, потом жаунянь, то есть сминание. После сминания чай складывают вот в такие вот корзины, конкретно в эти корзины. Здесь сейчас свежий лист, но это потому, что они только что собирали свежий лист. Здесь происходит первичная ферментация. Идет на 15 часов примерно, плюс-минус, смотрят, какое сырье, складывают сюда. Потом, значит, на 15 часов складывается на ферментацию. После этого идет хунган, то есть сушка. Сушка, причем, идет на достаточно медленном огне. А здесь происходит уже танбэй, да, то есть сушка после ферментации. Причем здесь тоже видно разные виды сырья. Вот сырье, которое как раз с почками, молодой лист, весенний чай, самый дорогой. Это зимний чай, и он как раз вот делается таким крупнолистовым, из него обычно печатаются кирпичи, больше чая. Хотя из этих тоже кирпичи делаются, но больше кирпичи идет вот такой чай. Этот чай часто закладывается в виде рассыпного на лаоча. Этот в виде рассыпного на лаоча, как правило, не закладывается, то есть его всегда печатают. После этого обычно хороший чай хранят примерно 3 года. После этого его складывают просто в мешки, и либо он просто хранится какое-то время в мешках. В идеале это происходит, вот тоже здесь отдельный склад для полуфабриката. Здесь на складе, соответственно, вот эти мешки тоже поддерживают нужную температуру, лежат 2-3 года в идеале. То есть некоторые ускоряют технологию, есть крупные заводы в самом городе Лучжоу, самый известный Лучжоу Чхачан и многие другие. После этого уже делается следующая технология, которая тоже очень самобытная. Пропариватель, складывается сырье. Вот здесь конкретно сейчас вот небольшое количество сырья уже заложено, подготовлено. Эту штуку поднимают и ставят вот сюда. Здесь парогенератор мощный. Здесь идет постоянное кипение воды, поднимается много пара. И вот эту вот длинную форму, внизу там есть щели, видно дырки. Она ставится сюда, накрывается и происходит пропаривание чая. Ждут, пока он наберет влаги, но не слишком много. После этого ждет ферментация. Сейчас я чуть позже покажу, но сначала расскажу, в чем большое отличие от, например, технологии производства шупуэра. В шупуэре чай поливают холодной водой, чистой, и большое количество воды, поэтому ферментация получается более насыщенной. Здесь же она более нежная за счет того, что идет просто увлажнение листа, но не настолько мощная, как это происходит с шупуэром или с даже шупуэром в корзинах. Все равно это другая технология. Здесь же вот да, идет такое пропаривание. После этого пропаренный чай складывают вот в такие деревянные короба, и здесь идет уже природная ферментация. Надо сказать, что здесь совсем нет такой горячей температуры, то есть даже смотришь, как будто просто чай лежит. Но здесь уже почти готовый чай, я так понимаю, уже на стадии завершения, он уже сухой прям, да. Ферментация от месяца до 2, в зависимости от того, какое сырье. Вот тоже такой вид деревянный настил. Кстати, по нему можно увидеть, какой небольшой на самом деле объем на этом заводе. То есть это такое тоже, не семейное предприятие, а чуть-чуть побольше, но все равно это, в общем, завод не слишком крупный. Да, и вот они заложили. Здесь, наверное, несколько сот килограмм сырья в одну такую большую кучу, 1-2 месяца, и после этого считается, что любао готов. Это именно любао, который делается специально в основном для закладывания на длительное хранение, то есть когда он уже сферментирован. Вот такие корзины потом его складывают, то есть вот он готов, и корзины закладываются, собственно, в комнату, которую я показывал, где происходит выдержка сырья. Но также еще и можно найти, и мы тоже такой чай привозили и привезем, как раз чай, который только-только прошел первый кунбэй, хунган, да, когда он просох, перед тем, как его будут хранить там 2-3 года для ферментации, его тоже продают. И вот эти два вида любао, то есть так называемый шен любао, то есть сырой любао, и шу любао, это вот, собственно, тот, который прошел эту ферментацию или который не прошел. Вот эти две
разницы. В общем-то, аналогично, можно сравнить с шу-пуэром и шен-пуэром. То же самое можно сказать и про хэйча, то есть тоже вот разница именно вот в этой ферментации. Либо ее нет, либо она есть. Но и еще очень большая разница в сырье, так же как собирают либо сырье, как я показывал, крупнолистное зимой, либо весеннее такое. Есть, конечно, всякие разные промежуточные стадии, есть экспериментальные технологии, но я описал основные. Еще интересный момент, так как завод имеет небольшие объемы, то вот этот вот, собственно, большой деревянный поддон, они могут регулировать количество, то есть вот перемещается вот этот вот створка, ну, такая вот перегородка, закрепляют у нее обычными железными скобами, вот тут видно, как они закреплены скобами, и можно одновременно ферментировать несколько разных сортов, то есть вот они, вот раз перегородка, вон там вторая куча. Я уточнил, кстати, вот эта куча ей чуть больше уже 1 месяца, скоро уже будет готова. Если, например, очень много сырья, то общее количество может быть около 2 тонн. Если же сырья мало, и оно там разного сбора или разного качества, они, соответственно, ферментируют его в несколько отсеков, то есть может быть там 3-4 разных сырья одновременно ферментироваться. Но в целом количество не очень большое, то есть обычно какая-то одна партия такого именно качественного высокосортного любао из весеннего сырья, а это несколько сот килограмм, не больше. Весь завод это просто такие вот комнаты, и самое большое количество комнат занято под разные склады. Конкретно здесь лежит свежее сырье, аналогично как всем складам, там просто в мешках более дешевое сырье, выдерживается 2-3 года перед ферментацией, а здесь лежит свежее сырье, и, говорит, как правило, отсюда оно не успевает долежать до начала ферментации, обычно его покупают уже в виде свежего. Конкретно этот мешок, это один всего лишь мешок, и тут у нас написана замечательная надпись, которая означает, что чай со 100-летних деревьев. Здесь тоже есть так называемый гушучха или лаошучха, то есть старые чайные деревья или древние чайные деревья. Обычно им около 100 лет плюс-минус. Похоже по виду, похоже очень на шен-пуэр, то есть тоже такая вот мауча, но очень вкусно пахнет, прям такой сладкий аромат, очень самобытный. То есть так пахнет, пожалуй, только здесь чай, то есть ну, очень здорово, что у него вот очень своя такая нота. Мы тоже посмотрим, может быть, немножечко такого чая возьмем, потому что это интересно, то есть он просто очень самобытный, очень необычный. Но цена у него прям как на гушу в Юнане, аналогично, но и количество тоже соответствующее. Они говорят, что таких деревьев очень мало. В свое время тоже, когда собирали здесь чай более массово, в плане того, что когда-то было вот до периода частной собственности, очень часто деревья тоже подрубали, аналогичная проблема, как и в Юнань, и просто потому, что не знали, ну там типа старое дерево надо срубить, давайте посадим нового и так далее. Не видели разницу, потому что никто не ценил тогда качество, ценили только объем. Сейчас же, когда смотрят на разницу, вот, например, чай из кустового сырья, да, или чай вроде тот же самый сорт, но со старых деревьев, но абсолютно другой аромат, все, даже внешний вид листа другой. Поэтому это очень большая разница, и чай получается абсолютно другого уровня. Вот, мы вчера пили такой в одном из магазинов, тоже пробовали, но, если честно, здесь, мне кажется, это гораздо более интересно получится, потому что, во-первых, все-таки это производители, вот, не перекупщики, во-вторых, качество явно другое, даже визуально и по аромату.